Всем привет, девочки! Давно я о себе ничего не рассказывала, не снимала. Я продолжаю худеть, я продолжаю считать свои калории. У меня это неплохо получается. Я подсадила на эту программу мужа, он вместе со мной подсчитывает калории. Я уже похудела, получается, чуть больше недели, то есть 1,5 недели я похудела на кило 800. То есть это как бы неплохой результат, да? Вот. При этом я кушаю немало, потому что если сравнивать с тем, что я ела в начале своего вот этого вот пути, да, когда я начала ходить в центр, мне там давали как бы список, да, то есть как... Даже, список того, что, допустим, каждый день мы едим. И там было ограничение в еде. То есть за один раз, за один прием пищи ты должен съесть всего, неважно, что ты кушаешь, всего 250 грамм. Но это очень мало. Да, я неплохо похудела, но я все время ходила голодная, я все время ходила с горящими глазами, и мне все время хотелось что-то съесть. Вот. Но это как бы плохо, да, потому что это действует на психику. Если брать вот эту программу, то я как бы всегда сытая. Максимум, что я могу, то есть максимум, что у меня получается, я ложусь слегка голодная, но это нормально. То есть кушаю я последний раз, ужин у меня последний раз на день, я кушаю в 5 часов. Ну, если там не успеваю, допустим, где-нибудь до 5:30. Все, с 5:30 я уже, получается, ничего не ем. Вот. И я занимаюсь, то есть я бегаю по утрам, у меня уже сегодня было 11 минут бега, то есть каждую минуту в каждый день я прибавляю. 11 минут бега, начала с 3 минут. Вот, и, получается, что результат есть за 1,5 недели. Кстати, что хочу сказать, первую неделю, вот прям вот неделю, даже неделю, наверное, где-то примерно дней 5-6, вот так, я сбросила достаточно хорошо. Но я думаю, что это уходила вода. Сейчас у меня уже уходит, наверное, жир, я так думаю, и он уже уходит так более медленно, более нежелательно уходит. Ну, в смысле, он не желает меня бросать, не желает меня покидать, поэтому уходит медленно. Но уходит. Каждый день примерно по 70-100 грамм я убираю, то есть, уходит от меня. Вот, и это здорово. Кстати, что я заметила? Я очень любила мандарины и апельсины. Оказывается, в них очень много углеводов. То есть, видимо, это сахар. И если сравнивать вот эти два фрукта, то получается выгоднее кушать апельсины. Как бы я и люблю апельсины, но иногда хочется мандарины. Получается, что на Новый год мы опять будем поправляться, потому что все едим мандарины. Причем мандарины на Новый год мы едим ящиками. Не знаю, может быть, кто-то меньше, но у меня, вот я не знаю, наверное, с детства я привыкла, что у нас всегда... Дома, независимо сколько людей, сколько детей, у нас всегда дома куча мандарин на Новый год. Ящик 2 это точно. Тут еще смотря какие ящики, да. Но в любом случае будут гости, в любом случае мы кого-то будем угощать, покупать-то мы будем и будем раздавать, угощать. Поэтому все 2 ящика мы не съедим. Вот. Я, конечно, контролирую. Кстати, еще хотела сказать, вот хлебцы, да, вот у меня одна пачка открыта, вот такие хлебцы. Я их покупаю в диетических отделах. Но, однако же, я бы не сказала, что у них мало калорий. Очень много в них калорий. Благо, что один хлебец, я сейчас вам покажу, да, один вот такой хлебец, одна плиточка, одна вафелька, весит всего 6 грамм. Вот это вот, наверное, спасает, что всего 6 грамм. Вот один хлебец съем, и все. Я набрала их много, потому что они мне очень нравятся. И хлеб я есть не могу. Одну секундочку. Кусочек хлеба съем, и все, и я прям мучаюсь. Хлеб, булочки, блины почему-то тоже. Допустим, вафельки ем, я стараюсь, вот вафельку Яшкина, да, сейчас тоже покажу. Вафельку Яшкина я купила пачку, пачка здесь сколько, не помню, 200 грамм, 200 грамм. Но я уже ем 3-й день, но я ем просто по одной вафельке, по одной. Она весит где-то 25-27 грамм, и то она очень
калорийное. Но я люблю сладкое, я не могу без сладкого, поэтому мне все равно иногда хочется, и я съедаю вот такую по одной вафельке, либо вафельку, либо пару печенюшек. То есть вот в день я стараюсь немного, но я без них совсем не могу. То есть без сладкого я просто не могу. Но однако же я худею. Я, кстати, еще продолжаю ходить в центр. Центр мне помогает выгонять лишнюю воду. Центр мне помогает подтягивать кожу, потому что как бы ты мало или много не похудел, кожа все равно становится не того качества. В любом случае нужно ее поддерживать. И еще я хожу в центр на микротоки. Я прошла 10 сеансов массажа на лицо. 10 сеансов массажа, но я, допустим, не увидела большого результата. Хотя мы делали фото до и после, но хозяйка сказала, что результат есть. Однако первое фото, которое до, мне сделали прям вот фонарь вот этот, который для селфи, да, круглый. Мне прям вот так перед лицом поставили. И получается, что он высветлил все. У меня есть небольшие мешочки, вот эти малярные, не мешки под глазами, а вот малярные ниже. И я хотела, конечно, я массаж стала делать только из-за них. Мне не интересует, меня не волнуют вот эти вот брыли, что у меня висят, извините, уже возраст. Меня не волнуют мои морщинки, потому что тоже уже возраст, никуда не денешься. Я как бы к этому готова. Но вот эти вот мешки меня очень-очень раздражают и очень меня беспокоят. Потому что выглядит это так, как будто я пью много и крепко. Вот. Эти мешки, кстати, я читала про них, они могут появляться как по наследству, то есть они вообще как бы бывают по наследству, либо что-то внутренности больные, либо ты, допустим, много употребляешь алкоголя, и еще какая-то проблема, вот не помню, 4 проблемы, но у меня, возможно, из этих 4 2 точно есть. То есть это у меня одна почка, вернее, у меня 1,5 почки с одной стороны, так я родилась, с одной стороны у меня почки нет. Я думаю, что, возможно, из-за этого, да. И второе – это наследство, потому что по папиной линии были там такие истории с алкоголем. Не хочу об этом сейчас говорить, но я немножко отвлеклась. Значит, смотрите, первое фото мне сделали вот с этой вот, с этим фонарем для селфи, да, которое мне высветило все лицо, высветило, и у меня этих мешков там было не видно. А второе селфи, то есть второе фото мне сделали при естественном освещении, что, конечно, лучше, потому что у них этот фонарь сломался. И, конечно, я вот эти вот свои мешочки, я их увидела. И то есть, когда я увидела разницу до и после, мне первое фото понравилось больше, потому что там все высветлено и все красиво, да, поэтому я сделала сама дома фото перед тем, как начать микротоки. Я прошла уже 4 курса, 4 сеанса, записалась еще на 5 сеансов, то есть у меня получилось, я хотела на 4, а там получается скидочка, и, в общем, заплатила за 5 сеансов. Она мне скидочку сделала. Вот, и уже неделю у меня получается отдыха, я там немножечко, пока я думала, все у нее занято. Вот. И я увидела результат. То есть я сделала себе до фото, сделала себе фото после 4 сеансов, и действительно я увидела результат. Я еще раз повторяюсь, мне важен результат только вот этих мешков. Они уменьшились в 2 раза. Ну, это просто чудо какое-то, правда, микротоки. И еще я хотела сказать, я очень много прочитала отзывов о микротоках именно вот на лицо. И я поняла, что для худеньких девочек, у которых нет никаких жировых отложений, никаких мешков, никаких вот тут вот мешков, просто, допустим, морщинки, да, то эти микротоки не помогут, даже не тратьте деньги. Если есть какие-то припухлости, мешки, какие-то вот эти вот брыли, я не знаю, кстати, брыли уйдут или нет, ну, вроде как поменьше стали, но всего 4 сеанса сделала, поэтому я думаю, что непонятно. Мне главное вот это, все. Мне главное, чтобы у меня ушли вот эти алкогольные мешки, хотя я не пью вообще.
алкоголь не пью вообще, только на Новый год. И вот на юбилей я выпила, ну, я совсем немного выпила, бокала 2-3 вина. Хотя набрали мы очень много вина, 15, по-моему, бутылок у нас вина было. Ну, народу было много. В общем, девочки, это все мои новости на сегодня. Я продолжаю шить жакет, немножко с ним припаздываю. Сегодня выложила очередную серию по рукаву. Завтра, возможно, я выложу по воротничку, и нам останется только сшить жакет с подкладкой. То есть там совсем просто все легко, просто. И, возможно, я еще отсниму еще одно видео по готовому жакету и расскажу плюсы и минусы, потому что минусы тоже я находила в процессе работы. Где-то я даже озвучивала какие-то минусы, но не все, поэтому я думаю, что сделаю обзор жакета уже готового, но это уже, наверное, к концу недели. Я надеюсь, что я успею к концу недели, потому что у меня осталось 1,5 недели вот с вами поработать, надо еще что-то сделать, и у меня отпуск. В общем, я решила, что сделаю обзор жакета, расскажу плюсы и минусы его. Вообще расскажу, нравится, не нравится, вообще расскажу, покажу его со всех сторон. Ну, в общем, ждите, все будет. И думайте. Я не знаю, пока у меня, в принципе, есть, конечно, идеи. Мне уже хочется что-то другое начать, я уже слишком затянулась с жакетом. Ну, я как бы говорила, да, что не очень люблю вот это вот именно затягивать, потому что ложка дорога к обеду, да, то есть вот пока у тебя есть азарт, тебе хочется творить, а когда ты снимаешь вот в таких подробностях, когда ты записываешь каждое слово, каждое движение, это все очень долго, а потом ты это все грузишь, перезаписываешь, не перезаписываешь, а вот это вот редактируешь, да, и, конечно, это все занимает очень много времени. Но на сегодня все, пока. Мне нужно уже пообедать, у меня уже будильник прозвенел. После обеда я продолжу снимать видео по жакету. Мне осталось только, то есть я уже сняла все практически, мне осталось отснять только соединение подкладки с жакетом. В общем, на сегодня всем пока, до новых встреч. Присоединяйтесь к нам в телеграм-канал, ссылочка будет в описании под этим видео. Всем пока!